меня все хорошо, можете не переживать. Мы на круизном лайнере где-то между Таиландом и Сингапуром. Некоторые даже женятся на виртуальных девушках. Не, понятно, что будущее за виртуальной реальностью. Короче, ребята, вот такая вот шляпа. Первый раз такое вижу. Привет молодому поколению! Вы сейчас строите наше будущее. Внимательно слушайте то, что я вам сейчас скажу. Это будет чистая правда. Что молодежь, внимательно. О, а эту рыбу я стрелял. Биткоины недорогие, биткоины. Ребят, биткоины недорогие, Ripple. Ребят там обыскивают вообще жестко. Это очень круто быть золотым членом. Как бы это ни звучало. Это стоит нормальных денег, кстати. Вдвоем в аэропорту больше вообще никого нет. Походу летим тоже мы вдвоем. Мороз лютый просто. А в Алмате -2, а здесь -30 опять. Сейчас летим, потом 9 часов будем тусить в аэропорту Алматы, а потом мы летим в Сингапур. Сингапур. А, точно, Куала-Лумпур. Разные вещи. Да, мы в столице. Малайзия. Столица Малайзии. На улице -30. Аэростана нас очень удивила вкусной едой. Она, пожалуй, самое вкусное, что я ел в самолетах. Да? Да, вкусные, да. Удобные пледики такие, все вообще, летим, кайфуем. Алмата отличается резко снегом. И всего лишь -2. Кошка? Ребята, в бизнес-зал нас не пустили, оказывается, по каким-то пригласительным можно только попасть. Покушать здесь не особо, одни бутерброды. Сидим с Ромой, нам еще 6 часов сидеть. Вот, и я сейчас зашел в свой портфель, и прикиньте, у меня вырос до 137 тысяч долларов. С 30, то есть в 3 раза, даже больше, чем в 3 раза вырос. За 2 недели. Это жесть какая-то. Кто еще не подписан на мой канал, он в Телеграме. Крипто Кондрашов, вот 36 948 участников. Там я рассказываю про то, какие монеты инвестирую. Переходите, смотрите. Не призываю вас инвестировать, там, повторять за мной или что-то еще. Просто изучайте, перенимайте мой опыт. И если я проиграю, грубо говоря, или просру все свои деньги в инвестициях, вы это увидите. Если заработаю, вы тоже это увидите. Можете, конечно же, и скопировать мой портфель. Но, опять же, я к этому вас не призываю. Но единственная ошибка, которую делают абсолютно все, кто копирует мой портфель, вы его копируете, когда он начинает сильно расти. Ждите коррекции, ждите, когда все красное, когда все вниз начинает идти. В этот момент надо покупать. Тогда вы сможете заработать. А когда вы покупаете, когда монета растет, соответственно, она потом уходит в корректировку, и вы оказываетесь в минусе, потому что вы купили ее на пике, и потом вам приходится ждать второго пика, чтобы хоть что-то заработать. Офигенно повезло. Самолет пустой практически. Мы летим почти. Все наше, все будем наше. спать. Спим вот так просто. Пау! Вот так. 8 часов, и мы в Куала-Лумпур. Сразу влажность такая. А вот и в Индию пролетел. Ребята, осталось еще один перелет. 40 минут, и мы на месте. Сейчас подошел вот этот мужик, стюард, и говорит: ты должен выключить телефон. И камеру тоже, окей. И камеру тоже выключить. Why? It's not just the airlines requirement. Different airline, different requirements. Our airlines have. Only your airline? Oh yeah, only for this. Okay. Короче, ребята, вот такая вот шляпа. Первый раз такое вижу. Что ты должен все выключить. И камеры, и телефоны. Malaysia Airlines самая дерьмовая авиакомпания, которая когда-либо летал. Не летайте, вот будет выбор брать билет ее или другую, возьмите другую, это писец. Авиакомпания ужасная, больше никогда я не полечу. Вот мы приехали на остров Банан. Банан? Банан. Дурак какой. Пинан. Пинан. Малайзия не нравится. Почему, Саш? Люди другие, мне кажется. В Тае там все тебе, капунка, туда-сюда, а здесь что-то вообще никто. Вызвали такси, Mitsubishi L200, блин. Едем по бездорожью сейчас. Вот удобная тачка. Можно даже Не компоновать. Здесь работает Grab Taxi, дешевле, чем Uber, раз в 5, наверное. Мы сейчас едем 20 минут за 4 бакса. Вообще нормально. на Тритоне. При этом едем на L200, да. Where are you from? You love Russia?
Putin? What do you think about Putin? All you know about Russia? It's good, I heard. It's good. Good guy. Yeah. Рома мощный. Немного пауэрлифтинга без утра. Граб. Такое ощущение, что это какие-то пластмассовые, да, Фотошопленная жутко. жестко зафотошопленная пластмассовая пища. Смотри, синенькими, да, прикольно. Что это Я такое? таких нигде не видел. О, а эту рыбу я стрелял в Таиланде. И групперы какие-то. Гоби. Огонь. $60. Вот такой стол с 3 пивами. Арбузы. Половину еще не сняли. Ну, в общем, все дешево. Едем на корабль, пытаемся вписаться. Надеюсь, у нас получится. Биткоины недорогие, биткоины. Ребят, биткоины недорогие, Ripple по дешевке. Устроили обменник, короче. Блокчейн-круиз, и мы решили немножко денег подзаработать сейчас. Интересно, за сколько мы сможем продать пару биткоинов, эфиров. Все, ребят, попробуем сейчас наш бизнес. Он уже заинтересовался, посмотри. Криптомиллионеры не выходят на острова. Они сидят в каютах и кайфуют. И обновляют постоянно. Практически нет. Такой вот замечательный парень спас нас. Нас буквально 200 метров отделяет от прохладных кают и от глубокого сна несколько суток, потому что мы сюда летели 16 часов, да, примерно? Жесть. Такое впечатление, что мы когда в Турцию приехали. Прокатило. Ребят там обыскивают вообще жестко. Первый раз всегда прокатывают, почему-то пройти с дроном. Та-дан! Оу, щет. Оу, е. Ну такой. Ну, раздельный кровать, как нормально. Балкон зачетный. Смотри, какая здесь грязища. А это жопа корабля? Не? Нос? Морда. А, это жопа. Подожди, это видимо... Слушай, ну у нас крутой номер на самом деле. Здесь у нас комната, спа-жилеты и толкан. Мне дали золотую карточку Royal Caribbean за то, что я уже 3-й раз у них. Смотрите, что мне дается. Короче, 1 стакан вина покупаю, 2 в подарок. Также у меня дисконт на все вина, пиво и соду 10%. Еще можно в казино поиграть бесплатно. Вы просто любитель халявы, как и большинство. Вода ледяная. Но неплохо, особенно когда людей нет, вообще кайфово. Соляриум. О, здесь нормальный басик. Да, очень круто быть золотым членом, потому что можно покупать, как бы это ни звучало, но ты покупаешь одно пиво, второе дают бесплатно. Я всего лишь был 3 раза в круизе, и я стал золотым членом. 8,20 всего лишь за пиво получилось. Вы можете купить пиво, либо вино, либо соду 1 раз, вам второй в подарок дают. И 2-й раз вы получаете 10% скидку. Как думаете, как быстро мы это израсходовали? 3 коктейля $50 стоят. И вот такой вот заяц в подарок. Чтобы грустно нам не было. Мы уже начали небольшой нетворкинг, познакомились с ребятами с Беларуси, с Германии. И сейчас идет жесткая коррекция на рынке. $10 000 биткоин стоит. И, короче, все сидят, держатся за сердце. И просто я потерял примерно $60 000 просто за несколько часов. Но настроение у всех офигенное. Мы прекрасно понимаем, что за коррекцией будет рост. И сейчас самое идеальное время, чтобы зайти. Все, начинается время кино. Можно залезть в джакузи и посмотреть. Это очень круто. Смотрите, когда нету у корабля боковых винтов, его вот такой буксир пришвартовывает к пристани. Вот, собственно говоря, сам паркинг канатами подтягивают и 2 буксира вот так прижимают к пристани. И это стоит нормальных денег, кстати.
Надеюсь, у нас будет классный стол. О, вообще супер. Да, очень хорошее место. И вообще красиво у них тут. Сырную тарелку, мы ее уже все съели. Очень вкусный сыр. лосося, только этот, типа тартара. Ух ты. У меня здесь паста с морепродуктами. Здесь утка. Здесь говядина. Здесь рыба с Red Snapper. Здесь утка. Всем доброе утро. Работа началась с того, что мы не успели позавтракать. Нас построили в шеренгу. Здесь половина уже отдыхает, тусуется. А мы вот стоим здесь. Вот такой блокчейн круиз. Хороший трек. Идет жесткая коррекция на рынке. Посмотрите на лица людей. Ну, парень не теряется. Да, не. Один Рома радуется, у него нет биткоина. Мы приехали на какой-то пляж, но нам нужно на Paradise Beach. Поэтому мы идем сейчас до автобусов, садимся в серебряные автобусы. Только люди собираются. Здесь есть сцена, пляж. Все, что нужно для того, чтобы продуктивно поработать. А вы знаете, как потратить биткоины? Ну, ты нам дай, мы потратим. Get your money, whip your hair. Executive branch, blowing smoke like a player. Yeah, in the club, yes it cracks. Cute little mamas, but they stack with backs. I'm smoking grape, purple Urkel. You in doggy world, come and join my circle. I break down herbal till I move like a turtle. My money is green and my Porsche's turbo. In hot pursuit, come rock with Snoop. Baby's a lawyer, her body's the truth. I'm in the game for real, it pays to chill. And they can make all the noise that they want. Это был Джон Макафи, это тот человек, который один из первых придумал антивирус. Сейчас он очень много инвестирует в криптовалюту. И сейчас мы зададим ему пару вопросов, я думаю, это будет очень интересно. Что вы можете сказать о недавнем падении рынка? Что ждать людям, которые вложились в криптовалюту совсем недавно? Честно говоря, я даже не проверял, падает она или растет. Не стоит волноваться. Смотрите телевизор, следите за новостями, не стоит переживать. У биткоина 3 месяца назад тоже была ситуация, что он стоил 6 тысяч. Сейчас он стоит 10 тысяч. Криптобанк – самый могущественный банк в мире, и вложение в криптовалюту – это одно из лучших денежных инвестиций. Куда бы вы хотели инвестировать? Я бы инвестировал в приложения, которые мне близки по духу. Назовите конкретные имена компаний, в которые вы бы инвестировали. Не важно инвестировать, важно помогать. Мне понравилась одна крутая идея – платить коинами за электричество. Все мы люди, нам нравится одно и то же. Здорово иметь то, что облегчает нашу жизнь. То есть вы видите это как помощь людям в быту? Да, конечно. Многие люди живут на территории стран третьего мира, и у них нет доступа к тому же электричеству и ресурсам, которые есть у нас. Новые технологии поднимут нашу жизнь на новый уровень. Люди, у которых есть власть, коррумпированы. Я сторонник того, чтобы эта власть была у машин, которые нельзя подкупить. Примерно так происходит нетворкинг на блокчейн-конференциях, блокчейн-круизах. Вот именно так, посмотрите. Да. Снимаем небольшое интервью для Russia Today. Сможете посмотреть. Ну, кто телек смотрит, зайдете, посмотрите. Тайцы на Пхукете очень классные. Я сейчас пошел в туалет, у меня нет с собой местных денег. И на дверях было написано, что туалет 50 бат. Я зашел, сказал, что у меня денег, говорит, да иди вообще. Сейчас решили немножко поработать. Я заливаю видосы.
Телеграм добавляю видео. Сегодня день рождения у одного чувака, который запускает ICO, и он всех, с кем познакомился сегодня на пляже, позвал к себе туда на 14-й дек. Но если бы мы с ним не познакомились, нас бы туда не пригласили. Поэтому, ребят, в жизни очень важна коммуникация, нетворкинг, общение. Не бойтесь, подходите к интересным людям, спрашивайте их контакты, узнавайте, чем они занимаются. Не бойтесь ничего, все перед вами. Парни, здорово, я Саша. Привет. Что у вас за проект? И в чем суть? Вообще у нас команда ребят с опытом работы в инвестиционных банках, в консалтинговых компаниях. И мы поняли, что рынок ICO нуждается в услугах, очень качественных услугах с таким опытом. И поэтому мы помогаем проекты, сопровождаем их, консультируем, дорабатываем какие-то модели. Вот, например, недавно работали с проектом Storica, Marketplace e-commerce. Вот, они сейчас привлекли $21 миллион. А в чем суть проекта этого Storica? Storica – это marketplace, где любой человек может выйти на площадку и продавать свои товары по всему миру без каких-либо дополнительных издержек и комиссий скрытых. С кем самым интересным здесь познакомились? Вот прям топ. Наверное, Макафи и вот Сашка Нарашев. Красава, спасибо. Мы хеджируем риски инвесторов ICO. Если курс токенов падает, мы выкупаем риск. Либо это когда работаем с криптой. Например, какой-нибудь ICO возьмем. Ты хочешь инвестировать в ICO X, купил его токены по $1. Если они упали до 0.8, ты отправляешь нам заявку, мы выкупаем этот токен. Либо есть второй вариант. До этого проект передал нам свои токены в резерв. И мы при падении, например, токен стал стоить не $1, а 0.8, мы тебе дочисляем токен. То есть как только уменьшается стоимость токена, увеличивается у тебя количество, чтобы стабилизировать по фиату твой портфель. Это нужно не только самим инвесторам, но и ICO. ICO-проекты дают гарантии своим инвесторам, тем самым они больше собирают средств. И инвестор легче отдает деньги, если понимает, что не потеряет. Либо мы зарабатываем на премию, которую платит тот, кто покупает страховку, либо мы зарабатываем, если не падало, то резерв, который передавали, остается нам. Такой небольшой перерывчик, ребят. Блокчейн перерыв. Я Саша. Всем привет, Саша. Меня зовут Маша Битрус. Я являюсь сейчас главой по пиару. Я работаю исключительно с западным направлением, то есть это американский рынок, европейский рынок, то есть это медиа, блогеры. Я отвечаю за всю пиар-активность, которая происходит в команде ICO. Мы себя позиционируем как платформа для ICO-компаний, для краунд-инвестинговых и краудфандинговых компаний, которые будут запускаться также в будущем. Многие там задают вопрос, как, допустим, вы там удаетесь с российской командой, грубо говоря, ну, то есть я, опять же, когда работала там на лайфстайл-проектах, то есть это там был Garmin, был British Airways, но это в основном там тоже работа в агентствах, там были международные проекты. Все равно мы делали пиар на, как бы, на российские СМИ, да, и опять же, подход абсолютно разный. Я пришла там в крипту, я не знала никого из журналистов, которые пишут там про блокчейн, про ICO, про финтех. То есть это абсолютно было для меня просто новое. В основном все журналисты общаются либо через Twitter, либо через LinkedIn. Но просто, допустим, на Фейсбуке тебе сложнее там, чтобы они заапрувили твой friend request, да, то есть заявку там на добавление в друзья. Но опять же, это дело просто время настойчивости. И ну, я просто в силу своего характера люблю прессовать, поэтому мне это помогает. Моя семья от этого страдает, но в работе это очень помогает. Поэтому, ну, такой навык тут нужно быть просто, ну, непробиваемым. Окей, сколько стоит денег разместиться? Ты имеешь в виду оказывать, так скажем, пиар и маркетинговую поддержку там, ну, вашему проекту, да? Ну, смотри, у нас условия такие, в принципе. Если у нас компания приходит, и мы там делаем какую-то там аналитику, то есть модерируем проект, да, это 4% со сборов, именно привлеченных на нашей платформе, в эфире и в наших токенах, в кипкоинах. Если мы организовываем им какую-то поддержку, соответственно, пиар или маркетинг, делаем какой-то пуш, то, соответственно, уже тут сумма обсуждается, то есть это 8-10% со сборов. Маша, ты молодец, спасибо тебе большое за интервью. Спасибо большое, взаимно. Coinsbank сделал нам крутейший подгон. Черный халат, черные тапочки. Разочек за все время посидим в джакузи.
вам рассказать немножко о впечатлениях. Вообще тема крутая, но мне кажется, не на круизном лайнере. Поэтому мы хотим взять все плюсы этого мероприятия, учесть все минусы, опыт и создать что-то подобное, но только не на круизном лайнере, потому что, во-первых, очень много лишних людей, которые не относятся вообще никаким образом. Во-вторых, очень мало нетворкинга. То есть мы сами должны ходить, наверное, искать людей, с кем мы хотим познакомиться, пообщаться. Поэтому мы сделаем свою тему. Хотели сделать на Мальдивах, сейчас понимаем, что это будет в Дубае, потому что, мне кажется, это идеальное место для, во-первых, по местоположению, никаких виз не надо, любой может прилететь. Во-вторых, у нас есть там хороший друг, который поможет с организацией. То есть мы сделаем ночь в пустыне обязательно. В общем, пока не буду спойлерить, сделаем очень крутой ивент, пригласим туда топовых чуваков, которые в блокчейне, в крипте. И обо всем следите на канале. И обязательно на телеграм-канал подпишитесь, потому что туда будет первым делом все новости улетать, потому что контент делать на телеграм-канале намного быстрее и легче, чем на ютубе. Тут немножко задержка бывает, а там все в онлайне. Кстати, привет передай. А маме? Мам, привет. У меня все хорошо, можете не переживать. Мы где? Мы на круизном лайнере где-то между Таиландом и Сингапуром плывем. Ребят, я вам сейчас познакомлюсь с мега крутым боссом. Его зовут Серега. Это самое интересное знакомство на этом лайнере, в этом вообще блокчейн-круизе, потому что у нас такая стояла задача познакомиться с интересным, хорошим человеком, который верит в свое дело и делает крутые дела. Вот у Сереги получился уникальный продукт, я считаю. Компания называется Битлиш, и ребята находятся в юрисдикции Англии. Правильно говорю, да? Правильно, да. Поэтому мы сделаем очень крутой проект, и я оставлю ссылку на эту биржу в описании. Вложу сам туда, я думаю, что порядка 10 битков. Короче, ребят, обещаю вам, что я приеду к Сереге в офис, и мы покажем изнутри, как выглядит вообще весь бизнес, потому что это на самом деле очень серьезная вещь. Мы сейчас так просто прикалываемся, решили это записать буквально за 10 секунд, да. Но я хочу приехать к ребятам, отснять все и показать вам, насколько это все серьезно, какая у них команда. У них очень много разработок своих, начиная от банкоматов, где вы можете прийти, положить там 1000 рублей, либо $100, грубо говоря, и получить крипту. Плюс у ребят есть свои карты, которые мы вам обязательно представим в ближайшее время. Короче, Серега, приглашай в гости меня. Обязательно. В Лондон к нам приезжаешь. Вообще по красоте. Все, на этом наш круиз подходит к концу. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем удачи и пока. Get your money, whip your hair. Executive branch, blowing smoke like a player. Yeah, in the club, yes it cracks. Cute little mamas, but they stack with backs.